Всем привет! Сегодня мы будем готовить чак-чак. Для теста нам понадобится 3 яйца. Мы их разбиваем. Сюда же мы добавляем пол чайной ложки соли. И взбиваем это венчиком. Сюда же добавляем 3 столовые ложки молока. Также перемешиваем все. В отдельную чашку мы высыпаем 2,5 стакана муки. Я беру вот такие стаканчики. Ориентируйтесь примерно на 200-граммовые. Сюда же мы добавляем столовую ложку сахара и 1 чайную ложку разрыхлителя. Можно взять обычный разрыхлитель, можно взять соду. Все это перемешиваем. И соединяем с нашей яичной смесью. Тщательно замешиваем, у нас должно получиться такое крутое тесто. Вымешиваем руками. Главное добиться нужной нам консистенции. Вот такое тесто у нас получилось. Оно достаточно плотное, немножко липнет к рукам. Это ничего страшного, потому что потом мы еще будем подсыпать муку. Поэтому мы его так оставляем. Нам нужно его оставить буквально минут на 30, чтобы тесто отдохнуло. Тесто у нас отдохнуло. Теперь нам нужно его еще раз хорошенько вымесить. Тесто у нас достаточно плотное. И вообще она очень плохо раскатывается. Поэтому мы делим на 3 части. И каждую часть мы будем раскатывать отдельно. Раскатываем в тоненькую-тоненькую лепешечку. Тесто мы раскатали. Его нужно обязательно обильно присыпать мукой. Теперь мы нарезаем его на полосочки. Не очень широкие, примерно 3-4 сантиметра. Теперь полосочки нужно переложить друг на друга. Для этого нам еще понадобится мука, чтобы они не слипались при нарезании. Друг на друга выкладываем. И нарезаем на полосочки. Так, это мы отдельно порежем. А вот эти готовые
Шириной должны получиться примерно полсантиметра. Не забывайте подсыпать муку, чтобы они не слипались. Теперь наши готовые полосочки мы перекладываем в дуршлаг или ситечко, все, что вам удобно. Нам нужно пересыпать наши полосочки еще немножко мукой. Чтобы муки совсем не осталось, нужно хорошенько их потрясти. Эти полосочки у нас готовы, их можно уже жарить. Но у нас еще осталось 2 кусочка. Сейчас займемся ими, раскатаем и также нарежем. Вот такие замечательные полосочки у нас получились. Достаточно их много. Хорошенько потрясите, обязательно, чтобы вся мука сыпалась, насколько это возможно. Они не должны быть склеены, но и муки там тоже не должно быть. Жарится это все во фритюре, поэтому мы готовим масло. Посуду любую с высокими стенками, потому что когда будет кипеть, масло поднимается. Масло наливаем и ставим на огонь разогревать. Масло у нас прогрелось. Проверим сейчас. Все хорошо жарится. Огонь уменьшаем. Сильно большой нам не нужен, где-то средний. Заранее готовим тарелочку. Все, и небольшими порциями вот так забрасываем. И сразу перемешивайте, потому что они раздуваются, чтобы они не слипались. Жарятся они очень быстро, поэтому нужно все время помешивать. Все, вот моментально они становятся золотистые, и мы их вытаскиваем. Все, забрасываем опять следующую партию. Вот так пережариваем все наши маленькие палочки. Ну вот столько мы нажарили. У нас получилось 2 большие тарелки и еще 1 неполная. Теперь нам нужно немножко подождать, чтобы масло все впиталось в салфеточки и наши палочки жареные вот эти остыли. Теперь нам нужно все пересыпать в одну большую емкость, где мы будем уже заливать сиропчиком. Так, ну, наверное, поделим просто их на 2 порции по очереди. Значит, сейчас будем делать сироп. Для сиропа нам понадобится 5 столовых ложек сахара, 1 столовую ложку воды. Огонек делаем маленький. И потихоньку мешаем, ждем, пока сахар растает у нас. Вот таким же образом делают карамель. Поэтому у нас и сироп получается на карамельной основе.
Сахар у нас растаял. Газ выключаем. И сюда нам нужно добавить примерно 4-5 столовых ложки меда. Ну, это если мед жидкий. У меня мед густой. Я буду добавлять на глазочек. И теперь нам нужно его растопить. Уже мед просто перемешать. Сироп готов. Вот мы чак-чак разделили на 2 части, поэтому мы каждую часть будем отдельно заливать. Половину в одну чашечку. Тонкой струйкой мы заливаем и сразу аккуратненько перемешиваем. Перемешивается он, конечно, очень плохо, очень тяжело. И все это нужно сделать быстро, потому что наша карамель, она моментально застывает. Половинка сиропа идет на эту тарелочку. И эту оставляем для второй. Постарайтесь быстро все перемешать, пока карамель не застыла. У нас каждая вот такая палочка, она как бы должна быть в карамели. Вот, видите, уже плохо перемешивается, уже начинает застывать. Все, и теперь мы ее выкладываем на тарелочку. Будем формировать горку. В принципе, делать как вам удобно. Можно ее положить куда-нибудь в контейнер. Тоже очень удобно. Ну, будет вот такая вот горочка. Все очень липкое. Нам нужно руки смочить водой, иначе у нас ничего не получится. Все это так формируем. Прижимаем посильнее. Все, горочку мы сформировали. И теперь нам нужно ее поставить в холодильник. Хотя бы на полчасика. И таким же образом мы делаем вторую. Ну вот наш чак-чак практически готов. Он еще недолго постоял в холодильнике. Чем дольше постоит, тем лучше он пропитается. Будет вкусней. 2 красивые, замечательные горки. Меня требуют дети, поэтому мне срочно нужно их подавать на стол. Попробуйте приготовить сами. Надеюсь, у вас тоже все получится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока.